Вот, слоя 3-4, спокойненько. Привет! Сейчас вашему вниманию я предоставлю смывку старой краски. Эту смывку в простонародье называют бауни. На немецком это звучит как Arbeiter Bauni. Как-то так, на немецком. Покажу поближе. Раньше я уже работал этой смывкой, лет 5 назад, может больше, и хорошие воспоминания остались. И сейчас мы вот почистили остатки откосов от краски. Обновилось это ощущение, и я хочу поделиться. Из всех смывок, которые у меня побывали в руках, эта смывка наилучшая. Это не реклама этого продукта. Это реально по ощущениям. Я не буду останавливаться и объяснять, зачем, когда надо применять смывку. Если вы уже пришли сюда, то вы знаете, зачем и когда вам нужно чего применять. Так что обратимся к нюансам, к каким-то характеристикам именно этого продукта. Эта смывка отличается от большинства смывок, которые предоставлены на рынке, тем, что она водная дисперсия. Не растворитель, не кислота. Водная дисперсия. Для начала я вам просто покажу ее, как она выглядит. А потом минусы-плюсы и покажу ее в работе. Сейчас продемонстрирую, как выглядит эта смывка. Вот. Вот, трясется. Это такой зеленый гель. Дальше. Минусы и плюсы. Конкретно, субъективно, по опыту использования. Минус первый. Высокая цена. 5 килограмм ведро стоит 5200 рублей. То есть 1 килограмм 1040 рублей. Это очень дорого. Очень. Минус второй. Водная дисперсия. Это как и плюс, так и минус. Но сейчас о минусах. Водная дисперсия медленнее срабатывает. Если большое количество слоев краски, то она за раз просто так не возьмет. Надо как-то дополнительно обрабатывать. Один слой вообще плевое дело. То есть она очень хорошо работает, но не быстро. Вода. В основе вода. И третий минус. Вот сейчас мы поработали в закрытом помещении. Запаха нет. Запах не ощущается. Легкий-легкий. Но не так, как растворительные смывки. Но какое-то действие было паров. Все равно тяжесть в голове немного. Надо проветривать. Мы не проветривали почему-то. Надо проветривать. Надо проветривать помещение. И тогда это будет нормально. С минусами закончим. Минусов я больше не вижу. Дальше только плюсы. Плюс первый. Водная дисперсия. Значит, мы нанесли, обработали, удалили краску. По-любому где-то в штукатурке, либо в древесине. Чего бы мы не обрабатывали, все равно останутся какие-то остатки. В случае с растворительными смывками мы эти остатки, подсохшие, мы удаляем растворителем. Здесь же мы удаляем просто водой, теплой водой. Нет никакого неприятного запаха. Экономно. Просто водичкой, тепленькой водичкой удаляем все остатки, щеточкой подмываем. Все чистенько, красиво. Отлично. Плюс второй. Это запах. Точнее, его фактически полное отсутствие. Это может быть даже опасно для детей, потому что это выглядит, если оставить, и ребенок это увидит, это выглядит как желе. И пахнет оно так чуть-чуть химозненько, как немного фруктовый запах такой даже. Я уже говорил, когда перечислял минусы, что запаха нет, а вот пары присутствуют. Лучше респиратор и проветривание. Но все-таки это неоспоримый плюс. Это дает возможность работать ею в помещении, в жилом помещении, под потолком, везде. Надо быть аккуратным и придерживаться некоторой техники безопасности, проветривать помещение. Когда близко находитесь, надевать респиратор. Отсутствие запаха – это неоспоримый плюс. И вот следующие плюсы я уже даже не буду перечислять, потому что там они все сплошняком. То есть, как она наносится. Это гель, ее можно толстым слоем нанести. Как она работает? Она работает со многими слоями, может сработать за один раз. В нашем случае с откосами 3-4 слоя краски за один подход. Может сразу не сработать, но можно использовать некий способ
другое нанесение. И тогда она сработает лучше. Так мы плавно перейдем в способы работы этой смывкой. А способов всего два. Два способа. Способ простой и очень простой. Начнем с очень простого способа. Нанесли, выдержали время экспозиции, там 20 минут, сколько. Увидели, краска вспучилась, особенно если один слой краски. Удалили краску, помыли водичкой, все. А если нет? А что вот если нет? Если не работает быстро? Тогда надо применить компресс из стрейч-пленки или из любой клеенки. Для такого компресса стрейч-пленка просто удобнее всего. Удобно отрывать, она самоклеющаяся, немножко она подклеивается, куда вам надо. Облипает, потому что она мягкая. И удобно так. Если вам понадобится делать такое компрессирование, то берите стрейч не маленький кухонный, тоненький, а чуть побольше. Такие бывают побольше, бывают даже там 70 сантиметров рулоны. Вот чем больше, тем лучше. Тем он лучше себя ведет. Посмотрим, как накладывается она. Надо накладывать, смывка именно накладывается. Не намазывается, не размазывается, а именно накладывается. Можно даже шпателем накладывать. Посмотрим, как она накладывается, как это работает. Выводы сделайте сами, я думаю. Так, сейчас мы будем ее наносить с тем, чтобы снять завтра. Для начала механическим путем уберем все, что можно убрать, потому что это снизит ее расход. Смывка дорогая. Надо убрать механическим путем то, что отваливается само. Тем сделать ей работу полегче. То есть, если отошел слой, и уже на слой меньше надо обрабатывать. И то, что само может отвалиться, что само отваливается, пускай лучше сейчас отвалится. Полагаю, не лишним будет убрать пыль просто с помощью мокрой тряпки. Если под смывку, которая содержит растворитель, можно подчищать изначально растворителем, просто пройтись растворителем, он чуть-чуть даже немножко размягчает, то здесь, там вода и тут вода, лишним это не будет. А пыль уберем. Пыль препятствует полному контакту смывки с краской. Чем лучше уберем пыль, тем лучше смывка сработает. Значит, как наносим? Нанесение правильное, неправильное. Вот это вот, растирание, это неправильное нанесение. Слой смывки должен быть сопоставимым со слоем краски, который ему предстоит обработать. Поэтому смывку наносят вот таким образом. Прихлопывают, создавая толстенький слой. Чем толще слой, тем лучше. Но опять же, логично, что если навалить туда сантиметр, это будет очень дорого. Вот где-то так. Сейчас все окно намажем и потом закроем стрейчем. Вот. Нанесли. Делаем компресс. Вот. Стрейч пленочка. Оторвал кусок. И вот так примял, чтобы эта жижица распределилась равномерно. Вот как-то так. Жирненько наложено. Все. Ну вот. До завтра оставим это дело. И завтра пройдет не менее 12 часов. И посмотрим, что получилось.
Так прошло около 20 часов под компрессом. Вот то место, где мы вчера наносили. Правильно я должен обрабатывать. Я должен снимать сверху вниз. Но мне сейчас удобно показывать отсюда. Я не хочу корячиться с лесами. Значит, снимаем стретч. Те участки, которые мы не будем сейчас прям конкретно обрабатывать, мы не раздеваем, оставляем их так, как есть. Ну и пробуем, как это работает. А вот так это работает. Вот. Слоя 3-4 спокойненько. Для валика мне подойдет, скорее всего, просто вот из ножа вот эта штучка. Замечательно. Как и всякая смывочка, она немного проедает основание. Ну, это не критично. Если бы я чистил феном, я бы его разодрал вообще в труху. Стараюсь минимально повредить гипсовую накрывку. Не везде получается, но стараться стоит, почему нет? Вот этот участочек, можно сказать, почищен. Теперь следующий ход. Если бы это была смывка на основании растворителя какого-нибудь, я бы должен был бы смыть растворителем. Но эта смывка вододисперсионная. Это водная эмульсия какая-то там. И поэтому я использую просто воду. Вот, и водичкой. Остаточки. И водичкой. Остаточки смываю. Вот остатки зеленые. Вот она. Замечательно. Прекрасно, легко смывается водой. Вот, остаточек остался. Потру его чуть-чуть. И чистенько. Ага. И как только помыл, стало видно, что вот осталось чуть-чуть краски. Вот ее убрал. Вот так. Вот как-то так это работает, это чисто. Так работает эта смывка. Запаха фактически нет. Я работаю голыми руками, я могу себе это позволить просто. Советую надевать перчатки и очки, потому что это все-таки химическое соединение серьезное. И если оно проедает краску, то органику оно проедает еще лучше. Как-то так. Ну вот так это почистилось. В целом за один прием, за одно нанесение была произведена вот такая работа по расчистке краски этой смывкой. Вот так.